Друзья, снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. А вот прошла еще неделька от нашего последнего обзора. И мы сейчас посмотрим на состояние наших рыбок. Начнем мы, конечно, не с Данио, которые постоянно хотят кушать, а начнем с наших меченосцев, которых мы в прошлый раз пересадили в отдельный аквариум. Так, меченосцы у нас находятся вот здесь. Как видите, они жизнерадостные, радуются тому, что мы их снимаем. Сегодня, кстати, у них была подмена воды. И они чувствуют себя нормально. С удовольствием кушают как гранулы сухие, так и обычный живой корм Артемия аулофорус. Они вот такие у меня разные, 3 сортов, так скажем. Есть чисто красные, есть типа берлинцы, вернее кубинцы. И с черными хвостами есть, получились тоже. Какое-то количество рыбок есть. Было 2 самочки, которые жили в общем аквариуме. И, соответственно, одна была кубинка. Дала потомство и кубинцев немного, и красных чистых. И чисто красная тоже дала и с черными хвостами, и обычных красных меченосцев. Вот такие рыбки развиваются, чувствуют себя хорошо. Теперь заглянем к тернециям красным, молодежи, так скажем. Вот сюда я им подсадил, наверное, штук 50 гуппи такого же размера. Ну, потому что насыпаю корм тернециям. Они у меня в основном сейчас пока кушают артемию. А вот внизу находятся анциструсы. Им бросаю уже и гранулы. И бывает не успевают эти все рыбки, которые здесь были, все съесть. Поэтому подсадил сюда еще гупиков. Теперь им нормально стало хватать. Они примерно за 20 минут съедают все, что им даю. И животики такие у них толстенькие, накушанные, так скажем. Анциструсы, кстати, один из выводков такой вот у меня сейчас получился, что они так достаточно хорошо и оживленно растут. Возможно, из-за того, что я их пересадил сразу в больший объем. И здесь у них, конечно, больше воды. И они растут получше. Вот такое количество. Вон на стеночке там сидят некоторые. Ждут, короче, когда я им буду есть давать. Ну, на 3-м ярусе вот у нас в одном из аквариумов вот такое количество гуппи плавает. Тоже их сюда пересадил с отдельного нерестовика. Вот такое количество здесь получилось. Ну, здесь часть была стареньких, там немного, по-моему, 5 или 6 пар. И подсадил им, так скажем, молодежь. Самцы такие с красными плавниками, даже ну, не с красными, а такими оранжевыми, яркими. Пускай дают нам новое поколение гуппи. Обычные, никакие не породистые, обычные разнообразные рыбки. Здесь у нас живут наши старички, так скажем. Ну, видите, старички, а чувствуют себя нормально. Хорошо кушают. Фильтрация и аэрация у них отличная во всей системе моей аквариумной. Поэтому все у них нормально. Иногда даже продаются. Не так часто, как молодые, но бывает. На 2-м ярусе вот столько у нас рыбок. Тоже 10 штучек отсюда уехало в другие аквариумы. Как-то на этой неделе не очень продуктивно. Но бывает по-всякому. Вот так рыбки себя чувствуют. Все у них хорошо. Тоже стараюсь их кормить через раз живым кормом. Во-первых, живой корм, он и цвет им дает, они более такие яркие, чем только на сухом корме. Ну и
чувствуют себя хорошо. Так, вот здесь на втором ярусе, вот смотрите, сюда переехали меченосцы, остатки, вот 6 таких крупных. Я уже их не хочу садить в общий аквариум туда, в дом, там, где у меня много меченосцев в большом аквариуме. Они вот находятся здесь, дабы не путать. Здесь получается 3 самца и 3 самки. И старички вон слева в нижнем углу. Старички голубого неона. Тоже питаются живым кормом. Ну и, конечно же, получают гранулы. Ну а анциструсы в углу вон там соваются по углам все. Но результата нет. Правда, у них тут одна только самочка и 3 самца. Но все равно результат нулевой. Так, вот еще на втором ярусе у нас здесь тернеция. Желтая, розовая, оранжевая. И подростки анциструсов. Я думаю, еще месяц-полтора они эту коряшку догрызут. Тоже живут мирно, все у них здесь хорошо. Анциструсы прямо такие борозды на коряге выцарапали. Постоянно ее шкребут, так сказать. Так, голубая наша тернеция. Многим она нравится, пишут в комментариях, что достаточно такие красивые рыбки, синие. Ну, здесь, видите, вот здесь считаем вот эти вот, кроме оранжевых, вот тех, которые попадаются, синие и бесцветные, это с одного выводка. Вот, получается, производители были чисто синие. Но вот эти вот прозрачные, вот эти белые рыбки, это проброс. То есть, бывает и такое. А бывает еще... Вот рыбки получаются, например, голубого цвета, да, все. А часть будет не белых, а вообще полосатых. Таких, как вот в природе, в дикой они. То эти такие светлые, белые. А могут получиться такие серенькие, полосатые, с полосками. Вообще, иногда бывает такой прикол. Ну, а так все у них здесь нормально. Все у них хорошо. Тоже, видите, все находятся в толще воды, возле передней стенки. И хотят получить свою дозу гранулированного корма, а возможно даже еще и аулофоруса. Так, что наши крапчатые? Наши крапчатые, как всегда, ну вернее практически как всегда, как увидят, что я здесь, все, у них возбуждение начинается. Вот они начинают делать такие движения, вроде бы как они корм ищут, по стеночкам, вверх-вниз поднимаются. Ну, конечно же, получат свою дозу по-любому. Ну и вот желтенькие тернеции. Синяя самочка, а желтые одни только самцы. Самочка была тут, но пропала. Надо как-то нам зеленых попробовать посадить на нерест. Так, идем дальше. В этом у нас аквариуме добавилось штучек 30, наверное, гуппи. Рассадил я по 3 аквариумам, попали и сюда немножко. Вот здесь самцы сидят красной тернеции. Нерестовые пары голубого неона. И вот у нас старички крапчатого сомика. Кстати, начали они бурно нереститься, раз в неделю нерестятся здесь. То, наверное, полгода ничего не было, они нерестились. А это начали. Постоянно тут икра на стеклах. Ну, анциструсы, конечно, ее подбирают. Я-то ее отсюда не убираю. А анциструсы, когда чистят стекла, все это подъедают. И все радуются жизни. Одни отнерестились, другие пообедали. И все у них здесь хорошо. Так, вот здесь на 3-м ярусе у нас что? Тоже немножко попало сюда гуппи. Самцов больше, самочек поменьше. Чувствуют себя нормально. Анциструс, вот тот самец,
который слева в углу чистит там этот угол. Там уже и самочка сегодня его посещала. Возможно, будет когда-то у них нерест. Потому что самочка, вот смотрите, одна вот сидит слева такая, живот у нее огромный. Ну, та, которая подальше, вроде бы чуть похудее. Ну, не знаю. Возможно, у них нерест будет групповой, так скажем. Итак, перешли мы на второй ярус. На втором ярусе у нас здесь тернеция. Это самцы когда-то участвовали в нересте, и что-то они не очень так себя проявили. Поэтому я их сюда отсадил. Хотя вот этот вот вуалевый, такой большой вот слева внизу, да, вот он когда-то с самочками нерестился. И потомство у него было достаточно красивое. Так что можно вот этих вот вуалевых, вон один самец, второй. Пробовать их тоже садить с самочками. Возможно, самочек нужно ему чуть помоложе, чтобы не было скрещивания, там, так скажем, крови, да. Вот. И попробовать их тоже посадить на нерест. Ну и здесь на дне еще у нас что? Вот эти сомики. Оранж. Самочка. И эти штербы. 4 штучки. Ну, я так понял, что у меня попались все самцы, когда я их покупал. Я их покупал такими еще подростками по сантиметру, наверное. Ну, все самцы. Поэтому от штерб потомства нет. Нужно срочно самочек. Итак, поднялись мы на третий ярус. А вот здесь у нас микс разных тернеций. Здесь вот анциструс самец. Вот он такой рогатый. Тоже давно не нерестился с самочками. Две самочки есть. Вон одна, вторая. Одна вон слева. Вторая вон к ней тоже в угол левый подплыла. Но пока у них тоже нерестов нет. Ну а рыбки себя чувствуют нормально. Все у них хорошо. Вот, друзья, зашел еще в дом. Вот у нас тут Новый год полным ходом идет. Всякие елки, Деды Морозы. Все как положено. И вот рыбки наши, которые здесь в этом аквариуме. Вот меченосцы. Тернеции. Кстати, вот видите, здесь тернеции себя чувствуют еще лучше. Фильтрация у меня, вот смотрите, самая обычная. Вон там, понятно, двухсекционный такой фильтр. Там керамика засыпана. Мочалка. Все работает четко. Раз в 2 недели сифоним дно. То, кстати, затяжка самы анциструсы. Вон один у меня сидит. Вон можно видеть, вон там хвост его торчит. Вон под фильтром, который больший. Который меньший, вон там на дне. Они стянули. Уже эта стяжка была вот здесь на этом фильтре. Ну, чтобы не распадались секции, я связывал. А самца большого запустил сюда, и они быстренько эту стяжку сняли. Вот, меченосцы тоже. Вот видите, видят, что я здесь. Все, значит, сейчас будет у них прием пищи. И они уже тут как тут. Вот такие-то дела. Так, идем дальше на разводню. Посмотрим еще, что мы не посмотрели. Ну а что здесь? Здесь мы еще посмотрим раз на наших данио. Уже у меня нерестовики освободились. Буду садить их на нерест. Попробую посадить одних зеленых. Ну, чтобы не было смешивания там с красными. Чисто зеленых. Потому что зеленых совсем мало. А потом, если не получится получить от них потомство чисто от зеленых, тогда буду мешать красных, зеленых всех вместе. А может даже буду сажать, например, одну самочку, 3 самца. Несколько аквариумов посажу. Несколько нерестовиков. И попробуем от них получить потомство. А вот здесь у нас находятся наши сомики
оранжи, Венесуэла оранж. Тоже уже просятся на нерест. Уже самочки четко видно их. Самцов тоже четко видно. Кстати, здесь они уже не рестятся у меня понемногу. Бывает икра на стеночках. Но все не хватает времени и сил, скажем так, посадить их на нерест. Но все равно мы это сделаем. Все равно мы это произведем. Друзья, ну что, вот такой небольшой обзор у нас получился. Рыбка чувствует себя хорошо. Все нормально. Продажи, конечно, пока слабоватые. Возможно, может, на весну будет получше. Ну, знаете, ситуация какая, поэтому пока так все. На этом я заканчиваю наш обзорчик. Желаю вам всем удачи, хорошего настроения, мирного неба, здоровья, конечно же. Смотрите видосы, которые появились на экране. Возможно, кому-то они помогут в развитии своих аквариумов. И вообще для общего развития будет интересно их посмотреть. Все, пока. До встречи на канале Разводня как хобби. Всем удачи!